Добрый день, мои дорогие друзья! Вы на канале Астрология доступна каждому. Меня зовут Оксана Семенович, я автор и ведущая этого канала, я ведический астролог. И тема сегодняшнего видео – это прогноз на ноябрь 2025 года для весов, восходящих, солнечных, лунных. Если вы знаете свой асцендент и знаете точное время своего рождения, то вы можете смотреть по асценденту. Если вы не знаете точное время своего рождения, то тогда можете смотреть по знаку зодиака Солнца и Луны. По Солнцу под каждым видео пересчитаны даты, в которые Солнце было в тех или иных знаках зодиака. Также ведических астрологов приглашаю на свой новый курс по системе прогнозов Джаймини Чарадаша, который называется «Глубина Чарадаша», старт 27 октября. И в описании, в комментариях к видео вы найдете ссылку на этот курс. Ну и давайте говорить сейчас о тенденциях ноября для весов. Ноябрь очень насыщенный, очень меняющий наши планы, поэтому будем разбираться сейчас. Со 2 ноября по 26 ноября для вас такой, хороший транзит улучшающий, потому что управитель всего вашего гороскопа, хозяйка всего вашего гороскопа, Венера, заходит в ваш первый дом гороскопа, то есть планета, которая отвечает за ваше здоровье, общее благополучие, имидж, репутацию, за ваше самочувствие, она выходит из 12 дома гороскопа и из знака своего падения. В первом доме гороскопа у нее тоже есть нюансы, потому что Венера у вас еще хозяйка 8 дома кризисов, но в любом случае транзит Венеры по первому дому гороскопа укрепляет и первый дом гороскопа. Это возвращение Венеры в свой собственный дом укрепляет нашу личность, дает больше внимания к нам самим, сила нашей личности повышается. И сама по себе Венера – это планета красоты, любви и творчества, поэтому обновление гардероба, смена имиджа, процедуры красоты, немножко пофлиртовать, познакомиться где-то. Если вы не в отношениях, то в этот период могут быть какие-то знакомства. Если в отношениях, то в отношениях тогда могут всплывать какие-то подробности, какие-то тайны. Но в целом это период все-таки для того, чтобы отношениями заниматься. К тому же 5 ноября состоится полнолуние в вашем 7 доме гороскопа, в доме партнерства, брака и личной жизни. И полнолуние подчеркивает вот это вот возвращение Венеры в ваш первый дом гороскопа, что будут какие-то важные события в личной жизни происходить. Полнолуние в 7 доме гороскопа означает завершение какого-то этапа в личной жизни, либо в партнерстве. Партнерство – это команда какая-то, в которой вы состоите. Партнерство – это коллеги по работе, отдел, в котором вы работаете. Партнерство – это муж, жена, парень, девушка. Это может быть завершение какого-то процесса, этапа у партнеров ваших. Это может быть выход из каких-то коллективов, особенно когда смена работы, либо переход из отдела в отдел. И это может быть завершение какого-то этапа в отношениях, то есть перешли из одного этапа в другой, это тоже может быть по полнолунию. С 9 ноября по 23 ноября начинается карусель ретроградного Меркурия в вашем 2 доме гороскопа. Меркурий начинает ретроградное движение, начинает откатываться в предыдущий знак. И вот этот период ретроградности Меркурия по 2 дому гороскопу давать может такие события, как всегда ретроградная планета, какие-то задержки, какие-то препятствия, либо какие-то повторения ситуаций. И у вас это может быть связано с платежами какими-то, с возвратом платежей. Допустим, вы за что-то заплатили, вам нужно будет возвращать эти деньги. Также с получением доходов из-за границы, из другого города, от каких-то закрытых организаций, например, какая-нибудь больница там вам по страховке что-то должна выплатить или что-нибудь в таком роде. Кроме этого, поступление доходов от государственных органов, от таких организаций. Возможно, точно так же пересмотры каких-то договоренностей с руководителем по уровню оплаты труда, либо по получению дохода еще у вас, может быть, от национальности, от иностранной валюты, от других государств. Вот какие-то могут у вас вопросы быть подвешены, либо откатиться назад, то есть что-то может не получиться, либо отложено будет на время, потому что сейчас неподходящее время.
В общем-то, Меркурий начинает откатываться в предыдущий дом гороскопа, и вам нужно будет что-то там доделывать. А то, чем вы занимались на момент начала ретроградного движения Меркурия, оно может как-то вот затормозиться. К тому же с 11 ноября по 5 декабря у нас ретроградить начнет Юпитер в вашем 10 доме гороскопа. Про ретроградность Юпитера и в целом про транзит Юпитера по знаку зодиака Рак я уже сняла отдельное видео, вы можете посмотреть на канале. Но в целом вот такая история по Юпитеру в 10 доме гороскопа. Он же зашел ненадолго, с 18 октября он только зашел в этот знак зодиака, и хоп, опять начинает обратно откатываться в Близнецы. То есть как будто бы сошли, как будто бы, может быть, даже весы поменяли работу или поменяли какой-то статус, поменялся какой-то статус. И оно вот опять начинает откатываться. То есть, возможно, смена работы не очень для вас подходящая. Возможно, смена статуса какая-то временная была там в октябре или в начале ноября, или вы только собирались этим заняться, и тут другие обстоятельства, которые будут у вас происходить и будут откатывать ваши вот эти вот задумки, либо ваши результаты по смене работы, по смене статуса, по смене места жительства, тоже может быть по изменению уровня оплаты труда. К тому же у нас еще Меркурий ретроградит во 2 доме гороскопа. То есть вопросы дохода, вопросы заработка, вопросы статуса, они будут активно меняться, и у вас будут такие вот очень неустойчивые планы, скорее всего, в ноябре. А с 16 ноября по 16 декабря ваш 2 дом, опять же, дом денег, ресурсов, родительской семьи, заходит Солнце. И с одной стороны, транзит Солнца по 2 дому гороскопа классный. Он может дать нам возможность больше заработать. Но у вас вот как-то все вокруг дохода тоже будет очень крутиться. С другой стороны, транзит Солнца по 2 дому гороскопа — это такой период. Деньги пришли, легко ушли. Хочется очень вот прям на что-то потратить, деньги ляжку жгут, я куплю себе что-нибудь такое вот значимое, что-нибудь такое вот, чтобы пустить пыль в глаза, грубо говоря. То есть будут такие вот траты на хотелку, которая придает вам статуса, на хотелку, которая может быть очень качественная, либо очень дорогая. Есть указания на то, что вы будете тратить, переводить деньги даже с накоплений, то есть, возможно, вы на что-то копите, возможно, вы на что-то будете вот аккумулировать все средства в ноябре, чтобы что-то такое значительно купить. Также транзит Солнца по 2 дому гороскопа — это период, когда мы повышаем уровень энергии нашей. То есть, возможно, где-то высвобождаются ваши руки, и вы что-то делегируете. Возможно, вы начинаете пить витамины, больше отдыхать и так далее. И вот это вот все позволяет вам легче себя чувствовать. 20 ноября еще будет новолуние в вашем 2 доме гороскопа. Новолуние во 2 доме гороскопа тоже про работу. Кажется, что 2 дом и новолуние, оно на самом деле, если вы ищете работу, то новолуние во 2 доме гороскопа может давать новую работу. Также новолуние во 2 доме гороскопа может давать получение какой-то премии. То есть это как будто бы источник, новый источник дохода. Если у вас, конечно, это позволяют периоды, потому что если периоды не позволяют, то это может быть, конечно, и что-то такое мелкое, незначительное. Но в целом это может быть новый источник дохода, новая работа, премия какая-то, выплата, например, на которую вы не рассчитывали. Это же может быть период, когда вы будете заниматься чем-то связанным с зубами, со зрением. Может быть даже так, что кто-то просто будет больше увлечен готовкой, какими-то новыми блюдами, вот такое. То есть иногда новолуние, полнолуние, они проходят совершенно незамеченными, а иногда они дают значительный результат. С 23 ноября по 29 ноября ретроградить Меркурий будет уже в вашем 1 доме гороскопа. То есть он как будто бы вернется и вернет вас в события октября, как будто бы вы чего-то там, может быть, не доделали, как будто бы вы чего-то, может быть, не дорассказали, потому что Меркурий идет по 1 дому. 1 дом — это мы сами, а Меркурий — планета коммуникации, информации. Когда Меркурий идет по 1 дому гороскопа, нам, может быть, нужно будет о себе опять рассказывать. Вернее, в принципе, рассказывать, а когда Меркурий возвращается, может быть, меняется то, о чем мы рассказываем.
Либо, может быть, вы ходили по собеседованиям, определились с какой-то работой, и тут вам предлагают пойти на повторное собеседование. Либо вы всем рассказывали родственникам, что вы переезжаете куда-то, и тут у вас планы поменялись, вам нужно всем родственникам рассказывать другую о себе историю. Но это еще как будто бы не окончательная история, потому что Меркурий потом пойдет в прямом движении. То есть это может быть такая вот необходимость что-то придумывать. Это же касается вопросов поездок, вопросов посещения медицинских учреждений, закрытых организаций. Это же касается вопросов, связанных с участием, не участием, а вот с подачей документов в госорганы, либо с получением каких-то статусов от госорганов и перемен в личной жизни. Что у вас было в октябре в личной жизни, вот эти ситуации могут по личной жизни у вас возвращаться. И с 26 ноября по 20 декабря Венера зайдет в ваш второй дом гороскопа, то есть хозяйка всего вашего гороскопа 2 раза поменяет знак за месяц. Венера во втором доме гороскопа, как вот вы сами, она направлена будет на то, чтобы искать ресурсы. Вот мы, когда управитель всего нашего гороскопа находится во втором доме, мы заморочены тем, чтобы вот заработать побольше денег, найти побольше денег, где взять денег. Это может быть и близость к родителям, общение с родителями, может быть там мирить родителей или в родительской семье как-то очень сильно участвовать поступками, словами, финансами, делами, чем-то еще. Но очень тема денег для вас будет такая животрепещущая, вы будете их искать. Но в целом я думаю, что здесь такие неплохие комбинации, денежный будет достаточно для вас период. И также, поскольку второй дом — это дом Венеры, дом планеты, отвечающий за деньги, но будет желание, естественно, тоже что-то и по Венере себе, на какую-то косметику потратиться, и в целом это будет улучшение какое-то лица, может быть, допустим, серьги какие-то купить, косметику, туалетную воду, что-то такое, парфюм. И заниматься уже зубами, зрением именно с точки зрения украшений. Купить себе какую-нибудь дорогую оправу. И вот в таком роде что-то. Но будут еще и какие-то доходы, знаете, не заработанные, допустим, от мужа жены, от парня девушки. Они могут вам какие-то, может быть, такие деньги подкинуть каким-то образом. То есть то, на что вы не рассчитывали. Но в целом у вас хорошая тенденция в ноябре по финансам. Будет много, конечно, пересмотров ваших решений, будет много спорных, наверное, моментов, но, в общем, хорошо. И с 29 ноября по 6 декабря Меркурий уже будет в прямом движении идти по вашему первому дому гороскопа, то есть даст возможность уже наконец-то понять про себя, что рассказывать, что не рассказывать, про себя какие-то вещи, вот, о которых вы будете думать, либо там с какими-то собеседованиями появится ясность, то есть договориться о чем-то. И помимо этого еще и в личной жизни, то есть если будет какая-то турбулентность, то уже будет понятно, что к чему, куда мы движемся, и даст возможность завершить наконец-то вот эти вот октябрьские незавершенные дела, то есть вот этот период, он как бы завершающий. Итак, мои дорогие друзья, такой у нас с вами был прогноз на ноябрь 2025 года для весов. Я благодарю вас за поддержку этого канала в виде ваших лайков, комментариев и обратной связи. Но если вы еще не подписаны на этот канал, то, конечно же, приглашаю вас подписываться. И до новых встреч. Пока-пока.